Нужно ли пеленать детей? Сейчас этот вопрос не так остро стоит, не вызывает столько дискуссий, как, например, лет 15-20 назад. Но, тем не менее, он все равно обсуждается. Обсуждается с точки зрения терморегуляции ребенка, с точки зрения кровообращения, роста костей. Я хочу обсудить этот вопрос с другой совсем точки зрения. Обсудить и выяснить, а влияет ли пеленание младенцев на их дальнейшую жизнь, на их эмоции, настроение, здоровье, успешность в жизни, на их обучаемость. Как-то это может повлиять или все это ерунда? Здравствуйте! Это канал «Аппаратная психотерапия» и я ее автор и ведущий, доктор Родион Кузнецов. Почему я взял такую тему? Влияние пеленания. Но, с одной стороны, это даже что-то личное. Потому что я сам прорабатывал эту тему у себя. Также я задавал этот вопрос своим пациентам. И они, в общем, поддержали мою теорию. Ну а в чем она состоит? Зачем вообще пеленают детей? Чаще всего в объяснениях стоит главная тема, что ребенок более спокоен становится, он успокаивается. Правда это? Правда. Хорошо это? Обсудим. Как пеленают сейчас младенцев? Если раньше так называемый бабушкин способ, это тугое пеленание, вот как куколку ввихнули, стиснули, все, и детеныш уже никак не может максимум головой повертеть. И он действительно, он от этого спокойнее. Говорили, что если ребенок там машет руками, ногами, он пугается, он гораздо более раздражительный, плач и тому подобное. Правда? Правда. Хорошо это или нет? Обсудим. При очень тугом пеленании действительно можно сделать так, что кровообращение у ребенка будет нарушено. Ну, это обычный синдром сдавления. Ничего хорошего в этом нет. Мы будем обсуждать все-таки пеленание не такое тугое, но такое, чтобы мешало ребенку активно двигать руками и ногами. Дело в том, что наша нервная система, она работает на электрических сигналах. Все, больше ничего. По нервам не протекают образы или звуки. По нервам протекает электрический ток. И только электрический ток. Нервы работают. Ну, в общих чертах это описано в работе Павлова о рефлексах. Если объяснять более понятным современным языком, то такие огромные рефлекторные комплексы, связи между нервными клетками, нервными окончаниями образуют огромный микропроцессор, по которому протекает электрический ток. И этот электрический ток, он сначала должен генерироваться, пройти по этому микропроцессору и поступить в мозг. И в результате этого получится какая-то реакция. Микропроцессор, он выдает четко конкретную реакцию. Если он запрограммирован на какое-то определенное действие, он и будет это действие выдавать. Он не способен какое-то что-то новое. Вот так мы и работаем. Вот в этом и суть, в общем-то, наших рефлексов. Но откуда берется энергия? Электроэнергия для работы нервной системы берется из рецепторов. Это единственный орган, единственная структура. Это микрогенераторы, превращающие все внешние виды энергии в электрический сигнал. И этот электрический сигнал поступает к нашему микропроцессору. И поступает в мозг. А как определить, какой микропроцессор будет работать? Ведь то, что вот я назвал микропроцессором, можно назвать рефлекторным комплексом. Вы это называете своими знаниями, своим опытом. И это то, чем вы пользуетесь в своей жизни постоянно. Но какими-то знаниями вы пользуетесь, а какими-то нет. Какими-то не пользуетесь, но вы их помните, а каких-то забыли.
Как мозг решает, каким из этих микропроцессоров в данный момент воспользоваться? Дело в том, что мозг, как и вся нервная система, это совершенный электроприбор. И для того, чтобы он работал, ему нужно определенное количество электроэнергии. И он будет включать те микропроцессоры, через которые может пройти большее электричество. Те, которые обладают меньшим электрическим сопротивлением. То есть вырабатывается электроэнергия и проходит по пути наименьшего сопротивления. Но каждый микропроцессор, вот этот вот рефлекторный комплекс, он формируется при воздействии определенной энергии. Без этой энергии он сформироваться не может. Для того, чтобы организовались связи между двумя нервными клетками, необходимо, чтобы по ним прошел ток. И при какой энергии он сформируется, при той он и будет работать. То есть у нас есть какие-то вот аккумуляторы, какие-то зарядные. А вот теперь мы придем к очень важному вопросу. А что у нас такое рецепторы? Зачем они нужны? Я уже сказал, что это генераторы, превращающие все виды в энергии, окружающие эти генераторы, в электрический сигнал. И эти рецепторы можно разделить на два больших вида. Это внешние рецепторы и внутренние рецепторы. Внешние рецепторы – это рецепторы, которые получают энергию извне. Энергия солнца, энергия воды, энергия земли, магнитных полей, света, звука, всего. И это энергия, которая нам дается просто так, на халяву. И мы ей просто, вот сколько можем, столько пользуемся. И внутренние рецепторы, они тоже дают электрический сигнал. Но они заточены на то, чтобы брать энергию от изменения физико-химического состава нашего организма. То есть в тот момент, когда вы спеленали ребенка или спеленали вас как ребенка, были задействованы сначала внешние рецепторы. Все. Но рецептор работает только в динамике. Что это значит? Это значит, что если на вас сел комар, вы его почувствуете. Но если на руку положить кирпич, то через минуту-две вы перестанете его ощущать. Есть он, нет он, потому что рецепторы больше не действуют. И дальнейшее пеленание, тугое пеленание, оно уже изменяет, давит на внутренние рецепторы. То есть начинают работать внутренние рецепторы, они подают сигнал, что вы сдавлены. Для того, чтобы увеличился поток энергии от внутренних рецепторов, должно измениться физико-химическое состояние. Но сильное изменение, резкое изменение состояния нашего организма мы воспринимаем как боль. И если вот очень упрощать, то можно сказать, что энергию для работы нервной системы мы берем либо от окружающего нас мира, либо от боли. От внешних рецепторов, либо внутренних рецепторов. Получается, что формируется рефлекс. Опыт ребенка, он туго стянут. Это его состояние, это его опыт, это его знания. И эти знания сформированы за счет боли, дискомфорта. А как это может повлиять на все остальное? Да очень просто. Рефлекс – это триггер, действующий на наш организм. Мы получаем сигнал, отправляем его в мозг и выдаем реакцию. И если этот триггер включает у нас микропроцессор, содержащий боль, значит, эта боль останется с нами навсегда. Ну хорошо, это мы узнали. А дальше что? Да дело в том, что вся боль, которую мы когда-либо в жизни перенесли, она точно так же остается. Это наши знания, это наш опыт. Да, этот опыт, содержащий боль, но это остается с нами. И в дальнейшем, все дальнейшие наши знания, они же формируются как?
от того, что мы уже знаем. И значит, каждый раз, когда у нас будут триггеры, а триггерами в этом случае что является? Когда вы были спеленуты. Ну, во-первых, это давление, да? Тугая одежда. Вам не нравится, когда вас одежда жмет, да? Это голос мамы, потому что в это время мама была рядом. И каждый раз, когда вы видите маму, слышите ее голос, маму, папу, вы испытываете вот эту вот боль. Вы испытываете этот дискомфорт. Но мама первые 5-7 лет жизни ребенка – это постоянная, это константа, которая в его жизни присутствует ежеминутно практически. И значит, вся жизнь вот в эти 5 лет, она будет формироваться с использованием энергии боли. Вы будете испытывать боль. А что такое боль? Ну почему это плохо? Потому что энергия, которую дают рецепторы внутренние, ее мало. А эмоции, которые мы испытываем, это индикатор количества электрического тока, поступающего в наш мозг. Чем больше поступает электричество в мозг, тем лучше мы себя чувствуем. Много поступает, мы счастливы, мы полны сил, энергии, энтузиазма. Мало, мы в глубочайшей депрессии. И все остальные эмоции находятся вот между этими точками. И значит, если мы живем, и наш опыт, наши знания, наше постоянное поведение формируется за счет боли, участвующей в ней боли, то мы не будем этого осознавать. Но это будет влиять очень сильно на наш организм. Мы стараемся избежать боли. У нервной системы есть всего 2 задачи. Получить удовольствие, получить много энергии. И при этом постараться избежать боли. И каждый раз, когда вы будете испытывать боль, дискомфорт, просто дискомфорт, вы будете это испытывать как какие-то непонятные ощущения, напряжения там, в верхнем плечевом поясе, что-то давит, тянет, жарко. Но это дискомфорт, который будет вас отталкивать назад, потому что вы не хотите его испытывать. И каждый раз, вспоминая какой-то новый опыт, дальнейший опыт вашей жизни, который, тем не менее, подпитывается болью, вы будете стараться от него оттолкнуться. И вы будете забывать эти знания. Вы будете стараться не делать этого. И значит, вы могли бы добиться большего успеха, если бы не боялись, что у вас возникнет эта боль. А она возникает очень часто, по многим поводам, потому что исходно этот источник энергии был в самом начале вашей жизни. И от него, в общем-то, развивается все остальное. И вы будете менее успешны. Вы будете стараться обходить какие-то проблемы, какие-то задачи. Вы не будете их решать. Просто потому, что при попытке их решения вы будете вспоминать, ваш организм, ваша нервная система будет вспоминать эту боль. Вы будете получать физический дискомфорт. И то есть получается, обычное пеленание, тугое пеленание детей приводит к тому, что люди вырастающие становятся закомплексованными. Они испытывают 1000 страхов, фобий, только потому, что в детстве делали, их пеленали. А почему их пеленали? Я уже сказал, основная задача, чтобы ребенок был более спокойный. А почему более спокойный? Да потому что в это время ребенок испытывает дискомфорт. Он получает энергию от внутренних рецепторов. И чтобы этого избежать, поменьше двигаться, он более спокоен. У него меньше энергии. Внутренние рецепторы дают меньше энергии гораздо, чем внешние. Энергия Солнца, простите, но ее больше, чем энергия при ударе, при уколе, при сдавлении. Энергия боли, она меньше может дать мозгу, чем свет солнечный. И ребенок действительно спокойный, потому что у него становится мало энергии. Так стоит ли овчинка выделать? Ведь ради своего спокойствия
мы, получается, уничтожаем жизнь. Мы делаем тяжелее, сложнее, страшнее жизнь своего ребенка. Почему я сказал, что этот кейс в том числе и мой? Потому что когда я прорабатывал, так получилось, что я заметил, что когда я испытываю страхи, у меня ощущение, будто меня спеленали. На одном из курсов там медитативных я попытался это ощутить, понять, и вдруг у меня вспомнилось, что это ситуация, когда я лежал еще в колыбели. Рядом была мама. Ее присутствие, ее голос меня раздражает только потому, что я в то время испытывал боль и дискомфорт. Так пеленать или не пеленать детей? Я вам рассказал, как это влияет на будущее ваших детей. А как себя вести, как вести себя с ребенком, пеленать их или дать им свободу с первого дня их жизни, вы уже решаете сами. Что для вас важнее? Ваше спокойствие или дальнейшая жизнь вашего ребенка? Успех, счастье вашего ребенка. Более подробно вы это можете прочитать в книге «Медицина, которой нет». Там я в течение больше 400 страниц рассказываю о том, как работает нервная система, по каким законам и почему это влияет не только на нашу индивидуальность, но и на жизнь общества, на жизнь всего человечества. Будьте здоровы, будьте счастливы, живите без страха и боли.